It's the dream. После того, как я вам показал место там, где можно купить новый стиль, как вы поняли, для этого нужно на всех боевых стилях иметь 300 мастерей, я же смог, и у меня появился новый стиль. Это стиль, по идее, Йонка Кайда. То есть, это довольно-таки очень быстрый стиль. Это я сейчас просто кликаю мышкой, как вы можете заметить. Он очень быстро бьет, поэтому у него маленький кулдаун, его очень хорошо можно использовать. Возможно, он сильнее, чем стиль Саба, но я этого не могу гарантировать. Начнем с самого первого скилла. Это у нас рывок. Мы делаем рывок и начинаем избивать нашу жертву. Второй скилл. Мы, получается, сейчас, дистанция от рывка довольно-таки большая, и мы при этом можем передвигаться, менять направление. Второй скилл у нас появляется земля, и когда мы отпускаем, делается сплэш урон вокруг нас. Я бы не сказал бы, что это полезно, но она все же отталкивает, поэтому это может пригодиться. Как вы можете заметить, у первого скилла большая дистанция. Вот, просто отталкивание. И урон не такой уж и, в принципе, большой. Третий скилл это тоже такая атака. Он уже мгновенно подбирается к врагу и его ударяет со всей силы, тем самым его отталкивает. Это чем-то напоминает первый, только он мгновенно перемещается к врагу и его отталкивает. Проще говоря, это соединенный первый с вторым стилем. Вот. Мы мгновенно телепортируемся и ударяем противника, при этом он еще отталкивается. Это, в принципе, все. Сразу могу сказать, это топовый стиль. Возможно, скорее всего, лучше, чем Dragon Claw, то есть стиль Саба. Superhuman стиль number one. Окей. И перейдем сразу ко второму. Это, получается, фрукт первого командира из команды Большой Мамочки. Тот, что победил в эфире, как использовав 4-й гир Снейкмен. И, в общем говоря, посмотрим его. Первая способность у нас это, получается, чем-то напоминает способность Луфи, но она при этом еще горит. В общем говоря, это у нас такой большой кулак, который мы как бы бьем. То есть наш противник при этом зацепляется за этот кулак и летит в ту сторону, куда кулак. То есть сделаем вот так вот. Прошу прощения. Сейчас немного подождем откат. Не, да, это фрукт типа парамеца. Делаем еще раз. Видели? Он зацепился. Перейдем сразу к второму скиллу. Это, скажем так, такое лассо. Мы наводимся, хватаем противника и бьем его об землю. У него довольно-таки небольшой колдаун, при этом это довольно-таки неплохая способность, как бы. Из этого можно сделать комбо. Тем более радиус этого лассо большой. Так, третий скилл это схож с нашим передвижением. Передвижение еще у нас это, скажем так, такой бубрик. Вот, это было наше передвижение. Переступим к третьему скиллу. Это у нас большой бубрик. При его деактивации у нас появляется вот такая рука, и мы бьем об землю. То есть это соединенное передвижение с первым скиллом.
Ну и наша ульта это множественные удары, как первый скилл. Этот прием он приобрел, когда ему показал Луфи, то есть слоновий пулемет. Нам нужно зажимать. Вот мы зажимаем. Естественно, руки Сури, и они довольно-таки неплохо дамажат. Дамажат они очень неплохо, и причем они стопят. Если не использовать телепортацию на R, то вы навряд ли выберетесь. Она сразу же снимает Кен. Это я как бы тестировал со своими друзьями, потому что это довольно-таки массовая атака, как вы видите. Если хорошо прокачать дьявольский фрукт, то она сможет, ну, очень много сносить. И, в принципе, я хотел бы сказать, что это все, но на самом деле это не так. Как вы видите, по нам проходит дамаг, потому что это тип параметра. Но стоит вспомнить, что наш персонаж, ну, обладатель этого фрукта, делал так, что его не могли дотронуться. Было такое чувство, как будто у него логия. Все просто. Мы активируем Кен в вооружение, подходим к NPC. И вот, о чудо, у нас логия. Все просто. Как и в аниме, он использует наблюдение для того, чтобы уклоняться от ударов, так как мы знаем, что он может реконструировать свое тело. Из-за этого складывается ощущение, как будто логия, но как только мы выключаем наблюдение, по нам сразу же проходит дамаг. И подведем итоги по поводу этого фрукта. Фрукт очень хороший, домашний, и сказать честно, сказать честно, он бы был бы сильнее гравити, сильнее Рамбла, не знаю, но сильнее гравити и пав он точно был бы, потому что этот фрукт 1 на 1 может, ну, разносить. Даже можно сделать какое-нибудь небольшое комбо, потому что из-за ульты, которая, ну, очень сильно дамажит, к тому же стопит, мы можем сделать неплохой дамаг, потому что против такого выжить, ну, мало будет вероятно. То есть придумайте вы сами комбо, можете написать в комментариях, мне будет интересно послушать. Не знаю, там X, допустим, бьем лассо, потом на Z и, допустим, на V. Но я говорю, придумайте комбо какое-нибудь смертельное, или, допустим, суперхуман. Делаем на Z, то есть мы ударяем, потом резко и на C. То есть, по мне так, это классный стиль боевой и классный фрукт. Ну а теперь мы перейдем к еще одной последней новинке. Это True Triple Katana. То есть настоящий катана Зора. И в этом поможет мне мой бро, мой подписчик и бро. И, в общем говоря, давайте перейдем же. Так, дорогие друзья, вот, как вы видите, обычные удары. Бьют они довольно-таки быстро. И у них маленький кулдаун. Давайте первый скилл посмотрим. Угу. То есть он телепортируется и делает разрез. Посмотрим еще раз. Вот, телепортируется и делает разрез. Так, посмотрим теперь на второй скилл. Угу. Он делает петлю и выпускается торнадо. Давайте повторка. Вот. Нас засосало и сделал торнадо, при этом подкинул. Довольно-таки эпично.
Выглядят они шикарно, еще при этом светятся. Ну и что нужно для их получения? Первое. Вам потребуется 3 меча Зора по отдельности. Они стоят 2 грамма. Исполнится раз в 7 часов. И потом вам надо будет их объединить. Сколько? Итак, дорогие друзья, после того, как вы получите 3 меча, то есть это уже 6 миллионов, и вам надо будет прокачать до 300 мастерей каждую, вам нужно будет объединить. А объединение будет стоить 3 миллиона берри. То есть вы потратите на это все 9 миллионов берри. И сейчас я вам покажу локацию, где объединить мечи. И, в общем говоря, это объединение находится здесь, в лесу фей, на самом высоком стебле. Вы подходите к этому NPC, с ним болтаете. Естественно, он мне говорит, типа, возвращайся позже, потому что у меня нету 3 мечей. Поэтому он говорит, возвращайся позже. А когда вы соберете все 3 и прокачаете до 300 мастерей, вот тут 300 мастерей, вам он предложит их объединить в трипл катана Зора. И, короче, вы их объединяете, и для объединения вам, естественно, нужны деньги, а именно 3 лимона. После их объединения вам дается это оружие. Это оружие довольно-таки сильное. Вы не смотрите на дамаг, который он мне пытался сделать, так как у него сворд не качанный. Ну а так, у него урон схож с Юро, но чуть-чуть послабже, на урона так 100-200. А так он, в принципе, с ним по дамагу похож. И, в принципе, все. На этом я буду заканчивать. ВК нашего Зора вы сможете найти в описании. Всем спасибо за просмотр и еще услышимся. Metal.